Но несмотря на его любопытство, отец напомнил ему, что он сможет купить все, что захочет, только после церемонии. Он даже нашел новый фрукт под названием банкас, который был очень кислым. Он хотел купить его и попробовать вырастить на их территории. Это впечатлило его отца, который подумал, что пас хочет развивать территорию и создать армию. Но, как вы уже догадались, этот парень думает только о десертах. Когда они пришли в церковь, они встретились со священниками-пандами. Отец паса хотел, чтобы он прошел церемонию освящения и получил магические способности. Эта церемония включала в себя как физические, так и умственные испытания. Сначала они измеряют магическую силу, удерживая человека и заставляя его выпить горькую жидкость. Затем они оставляют его одного в полной темноте, лишая всех чувств. Обычно дети начинают кричать уже через несколько минут. Но пас был не таким. Он все это время думал о новых десертах. Его разум был полон ингредиентов и рецептов. Его отец и священник-панда не могли в это поверить. Через 2 дня пас оказался в окружении золотых частиц света, которые впитывались в его тело. Его отец и священник-панда не могли поверить в его магический потенциал. Они разбудили его и повели на последнюю часть ритуала. Священник собирался прочитать молитву, и если пас успешно получит магические способности, то сможет понять ее смысл. Когда панда начала читать, я вдруг понял. Священное писание само по себе было волшебным. Отец заметил, что все идет гладко. И когда они возвращались домой, то, как и обещали, остановились на мельнице, чтобы купить бонаксы. Прошло 3 недели, и весь город готовился к предстоящей осаде бандитами. Меня назначили помогать с подготовкой к обороне, и я с радостью согласился. Я знал, что их армия состояла из фермеров, что делало их слабыми и уязвимыми. Нужно было придумать стратегию и быстро. Они построили огромную оборонительную стену, наполнили колодца и закрыли маленькие деревни. Они не хотели, чтобы бандиты устроили там базу. Потом жители собирались спрятаться в самой большой деревне. Поражение было почти неизбежным. У них было недостаточно людей, а еды хватило бы только на 3 дня. Погруженный в свои мысли, я вдруг услышал, как пришли мои друзья детства, Марк и Луми, которые пришли мне помочь. Я объяснил им, как собирать камни, чтобы бросать в бандитов, и предупредил, чтобы они держались подальше от опасности. Когда Марк и Луми собирали камни, они вдруг услышали странный звук. Это были бандиты, которые направлялись прямо к их деревне. Они побежали назад, предупреждая об опасности. Ковать, боясь, что не смогут их остановить. Отец вмешался и произнес речь. У каждого жителя деревни прибавилось смелости, и они решили, что не отдадут свою землю. Генерал знал, что бандиты нападут ночью, поэтому он начал расставлять своих людей. Генерал отправился на разведку верхом на лошади. Это позволило им застать бандитов врасплох и нанести первый удар. Тем временем Мил должен был охранять деревню в отсутствие генерала. Он разыскал Марка и Люми, чтобы передать им сообщение о том, что нужно подать сигнал к атаке огненными стрелами. Люми боялась, что это может навредить генералу, но Мил был уверен, что его отец воспользуется ими как ориентиром, чтобы вернуться, если его будут преследовать. Генерал отправился на разведку и обнаружил, что у бандитов есть ресурсы. У них было 70 человек, 5 хороших лошадей и несколько пленников из других деревень. Это был хороший знак, что у них было мало провизии. Благодаря своим магическим способностям генерал вступил в бой, стараясь уменьшить число врагов. Несколько бандитов были повержены, но главарь бандитов оказался умным и остановил атаку. Не имея выбора, генерал решил отступить вместо того, чтобы снова атаковать. Бандиты увидели в этом возможность и собрали своих лошадей, чтобы преследовать их. Но они допустили 2 большие ошибки. Первая заключалась в том, что они не заметили ловушку, устроенную жителями деревни. Вторая, они не ожидали, что в деревне, где, казалось бы, нет лидера, окажется самый могущественный из них. Генерал заметил огненные стрелы и сразу понял план Мила. Мил направлял отца обратно в деревню, одновременно сообщая врагу об их местонахождении. Его отец знал, где они находятся и какой путь выбрать, чтобы не повредить поле. Когда бандиты приблизились к деревне, Мил приказал детям атаковать из рогаток. Бандиты никак не ожидали, что их встретят градом камней прямо в лицо. Они в панике бросились бежать, но пламя поглотило их прежде, чем они успели скрыться. Всего несколько часов назад Мил собрал всех детей и объяснил им план. Он знал, что его отец поведет бандитов в погоню, поэтому он разработал стратегию, чтобы напасть на бандитов с фланга, где у них было слабое место. Используя детей, они смогли пересилить бандитов и метко стрелять из рогаток. Но главарь бандитов не сдавался. Он отбил камень и взобрался на стену. Он быстро убил фермера и бросил вызов остальным. Крестьяне окружили его, но он был более опытен в бою. Главарь бандитов приказал убить всех.
Началась настоящая битва, а дети все еще изо всех сил старались бросать камни. Это разозлило главаря бандитов, он побежал к детям и напал на них. Дети не могли пошевелиться, и вскоре на полу была кровь. Мил успел оттолкнуть одного ребенка и получил удар в плечо. Главарь бандитов взял его в заложники. Мил увидел лежащего на земле мертвого мужчину и быстро сообразил, что может использовать его в своих интересах. У мужчины была обожжена голова от камней. Мил использовал свою магическую способность, чтобы скопировать травму на других бандитов. У них тоже начало жечь головы, что привело бандитов и их главаря в замешательство. Затем Мил использовал то же заклинание на главаре, и тот отпустил его. Бандит не мог понять, что происходит, и получил удар камнем. Он уже собирался спросить, не волшебник ли Мил. Противостояние с бандитами наконец закончилось. Он делит запасы еды между жителями деревни, чтобы они не голодали. Затем он рассказывает свою историю о том, как он переродился в сына бедного дворянина, и его единственная цель в жизни – наполнить этот мир сладостями. Стражники и жители деревни позаботились о связанных бандитах, планируя отправить их в другой округ. Отец хочет, чтобы дворянин из того округа заявил, что они разобрались с бандитами. Они потеряют свою славу, но сначала им нужно договориться. Он хочет получить компенсацию за боевые расходы и потери. Отец награждает стражников и жителей деревни за их храбрость оружием и серебряными монетами. Даже маленького паса позвали и наградили за помощь. Они с другом радостно пошли домой, но пас прибежал, чтобы помочь им донести вещи. Он хвалит их за работу, но они скромничают, утверждая, что просто бросали камни. Пас рад, что никто не погиб, и что они могут вернуться к обычной жизни. Дети возвращаются домой праздновать победу. Во время праздника Марк и Люми выходят на улицу. Нек удивляется, что они сделали с бандитами. Люми рассказывает, что они связали их в сарае. И тогда глупый Марк решает проверить их. Как будущий стражник, он должен следить за бандитами. Люми соглашается и идет за ним. Взрослые говорят им, что это опасно и что они должны вернуться. Но Марк тащит Люми в кусты и бросает камешки, чтобы отвлечь взрослых. Они пользуются моментом и заходят в сарай, но их пугает главарь бандитов. Главарь говорит, что у Марка теперь есть меч, и спрашивает, как он его получил. Марк очень напуган и поддается влиянию бандита. Бандит говорит, что Марк умрет, если его поймают. Поэтому он хочет научить Марка пользоваться мечом на полную мощность. Марк вспоминает, что пас умеет колдовать, и хочет помочь ему. Бандит говорит Марку, чтобы тот вытащил меч. Марк выполняет указания, и бандит хвалит его, называя прирожденным воином. Люми пытается остановить Марка, но он не слушает ее. Бандит освобождается от веревок и говорит Марку подойти ближе, чтобы он мог научить его магическим словам. Это больше похоже на магический удар в живот, от которого глупый мальчишка отлетает в сторону. Бандит встает и наносит удар Люми. И все из-за глупого жадного мальчишки. Из раны Люми течет кровь, а бандит убегает на лошади. Люми едва удается выжить, пока не появляется пас. Он объясняет стражникам, как обработать рану, и спрашивает, куда направился бандит. Он узнает направление и следует за ним на своей лошади. Пас приходит к выводу, что он может использовать ловушки против бандитов в этом районе. А если он столкнется с ними лицом к лицу, то сможет использовать свою магию, чтобы вернуть рану бандиту. Но он понимает, что может скопировать все, что когда-либо видел. Тем временем отец Паса узнает о случившемся и злится на стражников, что они не остановили Паса. Решив спасти сына, отец Паса беспокоится, что бандиты могут ждать сообщники, и все может обернуться против них. Затем Топливо говорит Кастрюле, чтобы тот оставался на месте и успокоил жителей деревни, пока он будет искать проход. В лесу Марк пытается вырваться из рук бандита. Внезапно они попадают в ловушку, и Топливо успевает догнать их. Бандит злится из-за ловушки и готовится к бою. Бандит знает, что магия топлива может исцелить любую рану, поэтому он хочет убить его одним ударом. Топливо постоянно отступает, пока не оказывается рядом с Марком. Глупый мальчишка говорит Топливу бросить его, и мы бы так и сделали. Но Топливо не такой, он никогда не бросит своих друзей. Бандит уже устал от этого и ломает меч Топлива, а затем пытается разрубить его пополам. В этот момент Топливо использует свою магию. Тем временем Топливо использует свою магию, чтобы разведать местность, но единственное, что он находит, это сломанный меч. Он медленно возвращается, не зная, как сказать Кастрюле, что он потерял сына. Но когда он заходит в дом Кастрюли, он видит, что Топливо сидит на коленях у его матери. Топливо в шоке и кричит. Кастрюля объясняет, что Топливо недавно вернулся с Марком. Топливо не понимает, как он не заметил, что Топливо вернулся. Он даже использовал свою магию, чтобы разведать местность. Топливо говорит, что это сложно. Короче говоря, Топливо объясняет, что он просто скопировал магию телепортации своего отца.
Все в замешательстве. Топливо объясняет, что его магия может копировать то, что он видит. Поэтому он скопировал магию своего отца и телепортировался с Марком. Кастрюля понимает, что произошло, но все равно ругает топливо. Он запрещает ему использовать магию других людей или применять эти заклинания на публике. Успокоившись, Кассел объясняет, что люди могли бы попытаться его спасти. Его способность копировать магию сделала его мишенью для бандитов, которые превратили его в оружие. Хуже всего то, что бандитам удалось сбежать и раскрыть его секрет. Затем Паст выходит, чтобы встретиться с Марком, и говорит, что Луми выживет. Марк очень подавлен, но Паст пытается убедить его навестить Луми. Марк винит себя в том, что не услышал их. Если бы он это сделал, она бы не пострадала. Паст пытается утешить его, говоря, что нужно извиниться. Он тащит Марка к Луми, но она довольно веселая, несмотря на травму. Она говорит, что с ней все в порядке, но ей нельзя выходить на улицу и играть. Паст решает приготовить что-нибудь на кухне, чтобы оставить Марка и Луми наедине. На самом деле Паст думает только о том, как бы сделать что-нибудь вкусненькое. Марк все еще выглядит подавленным и глупым. Паст думает, что может поднять всем настроение, приготовив что-нибудь. Поэтому он решает испечь пирог с бонкой. Он тщательно готовит его, пока Марк извиняется перед Луми. Между ними возникает неловкая атмосфера, но через 5 минут Паст возвращается с пирогом с бонкой. У обоих текут слюнки, они никогда в жизни не видели пирог с бонкой. Паст объясняет, что это его способ помочь Луми почувствовать себя лучше и подбодрить Марка. Они начинают есть его как дикари, а Луми говорит, что после этого она больше не чувствует себя раненой. Но у Паста есть еще один сюрприз. Нарезанные кусочки бонки в меду. Детям это не нравится, потому что вкус совсем не такой, как у пирога. Паст вспоминает своего внутреннего Сократа. Он объясняет, что вкус у каждого бонка разный, и ему нужно найти гармонию во вкусах. Он сравнивает это с людьми, говоря, что у каждого есть свои уникальные черты, и он должен найти способ их подчеркнуть. Он хочет донести до Марка, что неудача означает, что он может учиться, работать усерднее и совершенствоваться. Марк наконец-то взбодрился, но тут в комнату заходит отец Луми. Этот мужчина выглядит как настоящий демон, требующий, чтобы Марк чувствовал себя виноватым за то, что ранил Луми. Оказывается, он просто хочет устроить их свадьбу. Марк в растерянности и не знает, что ответить. Но когда Луми спрашивают, что она думает, она отвечает, почему бы и нет. Марк все еще пытается прийти в себя, а Луми дает отцу кусочек пирога. Марк замечает, что остался последний кусочек, и спрашивает, можно ли ему его взять. Луми игриво отвечает, что все имущество мужа принадлежит жене, так что она возьмет его себе. Тут Марк понимает, что его теория верна. Сладости вызывают улыбку на лицах, но он только начал это понимать. Прошел месяц после нападения бандитов. Но возникла еще одна проблема. Пас встретил Топливо и Кастрюлю, которые сказали, что они такие же бедные, как и он. Сначала Топливо не обратил на это внимания, потому что Кастрюля всегда жалуется на бедность. Пас, напротив, хочет исправить ситуацию. Кастрюля объясняет, что им пришлось закрыть 2 деревни из-за бандитов. Теперь им нужно выкопать колодцы и заново отстроить дома. Но им также нужно обеспечить едой всех жителей. Кроме того, нужно отремонтировать поля. А на это нет денег. Они собирались получить 200 золотых монет за главаря бандитов, но эта дурацкая дорога Марка лишила их шанса на награду. Кассероль думает о том, чтобы занять денег у другого дворянина, но они не дадут ему ничего. Все близлежащие земли были разорены зимой, и бандиты тоже нанесли им ущерб. Спросите, могут ли они попросить помощи у его бабушки и дедушки. Но его родители разорвали все связи с их семьями 15 лет назад. Кассероль говорит, что они даже не представили свою семью бабушки и дедушки, так что просить у них денег невозможно. Он объясняет, что все были против того, чтобы он женился на матери Паса, потому что их земли были очень бедными. Поэтому они решили сбежать. Пас возвращается к своим друзьям, которые быстро понимают ситуацию. Марк говорит ему, чтобы он не скрывал от них ничего, потому что они тоже могут помочь. Пас меняет тему и спрашивает о выздоровлении Луми. Она говорит, что уже может выходить на улицу, но все еще чувствует боль. Марк спрашивает, можно ли расширить их поля, чтобы выращивать больше. Но у них нет ни времени, ни людей, ни денег, чтобы это сделать. Луми говорит, что Пас мог бы продавать свои сладости в городе, но у него нет денег на производство. Марк предлагает, чтобы Пас научился магии. Пас спрашивает, зачем ему учиться магии. Глупый Марк думает, что он разбогатеет только потому, что умеет колдовать. Конечно, его будущая жена начинает стыдить его за то, что он слишком глуп, чтобы учиться, и даже если он научится, то, скорее всего, сожжет себя. И Луми говорит, что магия может быть ключом. Она говорит, что если Пас покажет им свою магию, они поймут, в чем дело. Поэтому он решает попробовать. Пас говорит им нарисовать что-нибудь на земле. Паст рисует, как он побеждает дракона с помощью магии, а Луми рисует каких-то башков. Затем Паст использует свою магию,
магию, чтобы перенести изображение на их руки. Луми пытается стереть их, но они не исчезают. Паст объясняет, что если он использует магию на деревьях или стенах, то это будет навсегда, но если на коже, то через 3 дня исчезнет. Луми спрашивает, может ли он сделать наоборот. Паст в замешательстве. Она объясняет, что было бы здорово, если бы он мог нарисовать на земле дом или чье-то лицо. Паст понимает, что это именно то, что он искал. И тут же убегает, чтобы встретиться с отцом. Кассел обсуждала ситуацию с мужем. Они думали попросить денег у ее родителей, но она сомневалась. Вдруг в комнату врывается Паст с планом. Они все хотят его выслушать. Он спрашивает, помнит ли его отец, как пытался устроить свадьбу для Джози, его сестры, которой уже 13 лет, и она в подходящем для замужества возрасте. Отец все еще не понимает, к чему клонит Паст. Паст объясняет, что отец может взять Джози с собой, чтобы познакомить ее с другими дворянами, потому что он умеет телепортироваться. Но некоторые дворяне не умеют пользоваться магией и вынуждены посещать королевский бал в столице. Но это дорогое и опасное путешествие. Паст говорит, что они могли бы продавать фотографии для сватовства. Затем он с помощью магии рисует портрет своей матери на деревянной доске. Кассел и муж не могут поверить своим глазам, потому что портрет очень похож. Мать смотрит на него и чувствует, что видит себя в зеркале. Главная цель – использовать эту магию, чтобы сделать портрет дворянина, который ищет себе невесту. Кассероль считает, что это отличная возможность. Они могут брать по 5 или 10 золотых за портрет. Но это может стать еще дороже. Некоторым родителям будет все равно на деньги, если они смогут представить своих детей вот так. Топливо упоминает, что если они это сделают, то могут раскрыть свою магию. Пас объясняет, что они не смогут скрывать это вечно. И если они это сделают, люди подумают, что его магия заключается только в создании портретов. Кассероль решает сначала проверить эту идею на графе Рёссе, потому что он должен встретиться с ней, чтобы поговорить о бандитах. Кассероль и Пас прибывают в город Рицвальд и просят о встрече с графом Рессом. Граф Рёс наблюдает за ними из окна, гадая, не собирается ли она обвинить его в том, что он не разобрался с бандитами. Она планирует просто похвалить Кассероля за его достижения и отпустить его. Пас и его отец входят внутрь, где их встречает граф Брион. Отец Паса кратко представляет ее. Она старшая дочь предыдущего графа, но ее отец погиб в бою. Кассероль выражает свое почтение Брион, и она говорит, что Пас выглядит как очаровательный молодой человек. Пас подходит к ней, чтобы выразить свое почтение, но уже замечает, что она наблюдает за их поведением. Она приглашает их на чай, но Пас больше сосредоточен на печенье. Она говорит, что это фирменное блюдо их страны, и что она приготовила самый лучший чай. Кассероль вежливо хвалит ее чай, говоря, что его аромат и вкус соответствуют его репутации. Но Пас все еще сосредоточен на печенье. Он берет один и пробует, но вкус оказывается ужасным. Бриош не понимает, ведь большинство детей любят сладкое. Затем он делает глоток чая, но и тут его ждет разочарование. Бриош хвалит Кассера за то, что он не только отлично разбирается в военном деле, но и за все изменения, которые он сделал на своей земле. Она говорит, что хотела бы узнать его секреты и знания. Тогда Кассер бросает кость. Большинство изменений на его земле произошло благодаря советам Бриоша. Она думает, что он не хочет, чтобы его заслуги признали. Бриош говорит Кассеру, что он должен гордиться таким замечательным отцом. Кассер и Бриош ждали этого момента. Пока она разговаривает с Кассером, он может выпустить своего внутреннего зверя. Сначала он говорит, что гордится своим отцом, но затем он возражает, что на землю его отца напали несколько сотен бандитов. Это было так плохо, что Кассеру и другим детям пришлось вступить в бой. Бриош понимает, что совершила ошибку, позволив ребенку говорить об этом. Но Кассер снова атакует. Он упоминает, что они допросили бандитов, которые рассказали, что пришли из Райтсфилда. Она понимает, что Кассер пытается договориться о компенсации и делает вид, что ничего не знает. Риош не может признать поражение и спрашивает Кассера, есть ли у них какие-нибудь доказательства. Кассер показывает меч, принадлежавший одному из бандитов. На этом мече был фамильный герб райцев. Кассер снова атакует, говоря, что люди райцев не смогли уничтожить бандитов. Из-за этого на земли Кассера напали. Кассер объясняет, что они не хотят создавать проблемы из-за этого инцидента. Но раз на них напали, им нужна компенсация за неудачу в испытании. Она спрашивает, считает ли он 100 золотых монет достаточной суммой. Но Пас отвечает, что это не покрывает ущерб. Она говорит, что он не похож на ребенка и повышает сумму до 130. Но Пас отказывается. Она не может поверить, что ее избил ребенок, и решает дать 150 золотых монет.
Пас спрашивает мнение отца, и они соглашаются на сделку. Пока они подписывают контракт, Риош понимает, что Пас особенный, и осознает, что, возможно, именно из-за него земля его отца процветает. Особенно потому, что переговоры ведут отцы. Но Пас просто поставил ее в неловкое положение. Она все еще думает, что 150 золотых монет – это небольшая цена, учитывая, что она могла потерять доверие короля. После того, как все улажено, Бриош понимает, что недооценила Паса из-за его возраста. Пас извиняется за то, что сказал, но ему нужно было это сделать. Она говорит, что он даже не представился ей, и она настаивает на своем требовании. Перед уходом Пас извиняется, что не принес подарка. Он достает кусок ткани и использует свою магию. Бриош не может поверить, что он нарисовал ее портрет. Она благодарит его за подарок, и Пас прощается. Затем Кассироль отправился на церемонию совершеннолетия внука герцога. Он поздравляет герцога с успехами его внука. Герцог представляет Сквала, говоря, что он окончил военную академию с отличием. Мальчик нервно отдает честь Кассиролю, и герцог извиняется за его скованность. Он говорит, что Сквол восхищается Кассиролем и с нетерпением ждал встречи со своим героем детства. Кассироль говорит, что это честь для него, и представляет Паса герцогу. Пас представился герцогу спокойно и уверенно, чем произвел на него впечатление. Он спокойно похвалил Сквала, который от волнения прикусил язык. Герцог заметил, что Пас, хоть и моложе, выглядит взрослее своего внука. Он также сказал, что Пас уже взрослый, и спросил, пробудил ли он в себе магию. Пас ответил, что действительно получил магические способности по воле богов, чем удивил герцога, который сказал, что семья Кассера благословлена. Пас спокойно ответил, что ему просто повезло. Герцог заинтересовался и спросил, может ли Пас продемонстрировать свою магию. Пас согласился и попросил у дворецкого кусок ткани. Он применил магию и нарисовал портрет красивой девушки. Герцог был впечатлен, а у Сквала сердце забилось быстрее. Пас сказал, что это подарок от него и марграфа Хьюберта, который хотел познакомить Сквала со своей дочерью. Герцог сказал, что марграф не смог прийти, и спросил, правда ли это его дочь. Пас представил ее как третью дочь марграфа по имени Петра. Он объяснил, что посетил их владение с помощью магии своего отца и познакомился с ней. Марграф сейчас занят в конфликте, и Петра не смогла прийти на встречу со Сквалом, поэтому они решили познакомить их таким образом. Сквол влюбился в нее с первого взгляда, сказав, что она милая и красивая. Пас воспользовался случаем и пригласил его на празднование ее совершеннолетия в следующем месяце. Сквол сразу согласился. Его дедушка разозлился, потому что Сквол был глуп и не понял, что это было предложение руки и сердца. Герцог попытался его успокоить. Затем он спросил, как Пас собирается туда добраться. Пас ответил, что они могут воспользоваться магией его отца, чтобы безопасно добраться туда. Сквол ведет себя как счастливый щенок и рассказывает деду, что у них не будет проблем с деньгами. Герцог начинает сожалеть, но Пас замечает, что это может быть шанс. Он шепчет герцогу, что марграф уже несколько лет воюет и устал. Герцог заинтересовывается и просит рассказать подробнее. Пас упоминает, что марграф хочет остановить войну, используя армию герцога, и для этого хочет выдать свою дочь за Сквала. Несмотря на то, что это всего лишь мнение Паса, герцог считает, что это интересная и достоверная информация. Герцог решает отправиться на праздник в Петру, думая, что это может стать хорошей историей, которую он расскажет королю. Позже Сквол приходит к Пасу, и они становятся друзьями. Сквол хочет еще один портрет Петры, более пикантный. Пас соглашается, потому что его цель – стать свахой между ними. Прошло несколько недель, зима приближается, и жители деревни заняты восстановлением своих домов. Кассироль доволен сложившейся ситуацией, а Пас заходит в кабинет. Затем он поворачивается к отцу и показывает ему письмо, которое они получили. Кассироль читает письма от герцога и марграфа и говорит, что их временные финансовые проблемы решены. Они получат 20 серебряных монет, потому что помолвка Сквала и Петры уже назначена. Они объявят об этом во время совершеннолетия Петры. Марграф также заранее пришлет 30 золотых монет, которые, по мнению Кастарола, можно потратить на покупку лошадей. Кастарол объясняет, что эти деньги предназначены для защиты Петры. Пас сначала смущен, но отец объясняет, что марграф попросил их обеспечить ее безопасность во время поездки и церемонии в столице. Топливо говорит, что многие противятся браку между двумя благородными семьями. Кастрюля тоже так считает, упоминая врага марграфа. Топливо считает, что это нормально, ведь они держат помолвку в секрете. Но Пас понимает, что церковь может проболтаться. Кастрюля объясняет, что церковь официально нейтральна, но если заплатить достаточно, они раскроют информацию. Пас тоже понимает, что они могут собрать кучу информации, потому что они заявляют о своей нейтральности. Кастрюля говорит, что он может сам защитить Петру с помощью телепортации, но будет сложно одновременно телепортировать ее и стражу, который ее охраняет, в столицу.
Топливо говорит, что они могут нанять наемников в столице, но враг может проникнуть туда. Топливо говорит, что они должны отказаться сопровождать Петру, но Кастрюля отказывается. Он говорит, что это лучшая возможность завоевать доверие обоих лордов, что приведет к развитию Марделла. Он объясняет, что это неизвестное место, куда допускаются только те, кто прошел обряд очищения. С Петрой они смогут продлить церемонию из-за разных обстоятельств. Кастрюля считает, что это хорошая идея, потому что большинство людей не будут вмешиваться в дела церкви. Топливо говорит, что это отличный план, чтобы заработать золото и построить больше домов. День совершеннолетия Петры быстро приближался, и Кастрюля встретился с маркграфом, чтобы сопровождать их. Лорд был впечатлен, что пас тоже поедет с ними. Кастрюля говорит, что Петре будет спокойнее с кем-то ее возраста. Но на самом деле пас – часть их плана. Они садятся в карету и приветствуют Петру и ее младшую сестру-близнеца Ликарис. Он пытается заговорить с Ликарисом, но она не очень общительная, отвечает холодно. Ликарис пытается извиниться перед Петрой, которая пытается уладить ситуацию, но думает, что она всего лишь бонус. План состоит в том, чтобы отправиться в местную церковь, где они притворятся, что Петра проходит церемонию освящения. Затем они телепортируются в столицу и защищают Петру до назначенного времени. Наконец они добираются до церкви. Группа решает устроить засаду, но все встают на защиту девушек. Кассироль легко побеждает своего противника, но одному из них удается пробраться в карету. Сестры начинают кричать, испугавшись за свою жизнь. Но пас встает на защиту девушек с помощью своего меча. Он выходит из кареты. Девушки не могут поверить своим глазам, когда видят, что пас блокирует атаку противника. Внезапно еще один нападает на него сбоку, и Ликарис пытается предупредить его. Когда пас собирается получить удар, Кассироль успевает обезоружить бандита. Отец и сын побеждают бандитов, и маркграф благодарит их за защиту своих дочерей. Но Кассироль просит их зайти внутрь. Сестры все еще напуганы, но пас пытается их успокоить. Они заходят в церковь и спускаются в подвал, который, как замечает Петра, находится довольно далеко. Ликарис, кажется, боится темноты и зовет сестру. Но пас нежно берет ее за руку. Он говорит ей, что она в безопасности, потому что они рядом, и девочка краснеет. Успокоив ее, пас ведет ее вниз. Это заставляет ее задуматься о пасе, который младше ее, но ведет себя как взрослый. Она хотела взять сестру за руку, но думает, что пас единственный, кто не сравнивает ее с сестрой. Она всегда была нерешительна и думает, что ее выбрали невестой, потому что она красивее. Она не очень высокого мнения о себе, потому что чувствует себя лишней. Когда они спускаются по лестнице, пас ведет их в комнату и говорит, чтобы они взялись за руки. Они следуют его указаниям, и Кассироль использует свою магию, телепортируя их в церковь в Бавальвии. Тем временем в другой части города в разрушенном доме живет странный парень. Он объясняет группе наемников, что позвал их сюда, чтобы они сделали для него кое-что. Он хочет восстановить дом Амании. Он говорит, что хочет нанести удар по семье Кацлик. Наемники сделают все ради денег, поэтому они спрашивают, кого им нужно убить. Странный парень объясняет, что им не нужно никого убивать, потому что их задача привести к нему одну девушку. Если они справятся, то получат 10 золотых монет. Лидер группы спрашивает, аристократка ли эта девушка. Странный парень говорит, что ему нужна Петра, и они не должны все испортить. Когда группа уходит, они обсуждают, что странный парень слишком высокомерен. Им любопытно, потому что этот идиот придумал весь этот план только для того, чтобы стать аристократом. Группа не понимает намерений странного парня и думает, что их обвинят в похищении Петры. Лидер объясняет, что у плана странного парня две цели. Первая – разрушить репутацию семьи Кацлик. А во-вторых, он утверждает, что спасет ее и станет аристократом, женившись на ней. Это сработает только потому, что родители Петры захотят сохранить свой статус, защитив ее невинность. В церкви появляется маркграф и говорит Петре, что священник Панды ждет ее, чтобы начать церемонию. Затем Кассироль получает важное задание. Его задача – проводить Ликорицу в приемную, пока Петра не закончит церемонию. Отец Ликорицы объясняет, что она немного устала. Кассироль подходит к Ликорице и говорит, что ей будет трудно отдохнуть в этом месте. Затем он говорит, что для нее приготовили отдельную комнату. Она колеблется, но он говорит, что ей нужно отдохнуть, и протягивает ей руку. Она робко берет его за руку, и он ведет ее. В это время карета и охрана, которые будут сопровождать Петру, подъезжают к церкви, и она уезжает с отцом после церемонии. Кассироль немного растерян, потому что служанка Ликорицы осталась, а не поехала с Петрой. Фера, служанка, немного агрессивно объясняет, что она здесь, чтобы защищать Ликорицу. Кассироль сначала пугается и спрашивает, может ли она отдохнуть. Внезапно земля начинает трястись, и в полу образуется огромная дыра. Ликорица и Кассироль падают в дыру, и Карис зовет на помощь.
Кассироль вбегает в комнату, чтобы узнать, что происходит. Он осматривает место и понимает, что огромная бездонная яма была создана магом. Он приказывает принести топливо, чтобы объяснить ситуацию Марграфу, а затем прыгает в яму. Тем временем Кассироль приходит в себя и пытается понять, что произошло. Он задается вопросом, почему его держат в заложниках, ведь его семья бедна. Затем он смотрит на лекарицу и понимает, что они пришли за ней. Главарь наемников приказывает одному из своих людей присматривать за ними. Перед уходом он говорит, что убьет его, если тот попытается что-то сделать. Недолго думая, он решает, что должен защитить лекарис. Кассироль наконец добирается до конца этой огромной бездонной ямы и понимает, что преступник уже сбежал. Лекарис наконец приходит в себя и спрашивает, понимает ли она, что происходит. Она не понимает, и Кассироль объясняет ей все, что знает, и просит ее успокоиться. Сначала она была взволнована, но потом решила довериться Кассиролю. Охранник говорит, что Кассироль просто хочет покрасоваться. Кассироль оглядывается и понимает, что это место принадлежало семье герцога, которая погибла 10 лет назад. Он вспоминает список возможных угроз для сопровождения Петры и понимает, что в этом списке был только один герцог. Это был герцог Амании. Он использует свою магию, чтобы скопировать информацию на ленту, а затем копирует магию своего отца, чтобы отправить ее ему. Тем временем Кассироль возвращается в церковь, чтобы узнать, сможет ли он получить больше информации. В этот момент в комнате загорается свет и появляется лента. Кассироль берет ее и читает информацию, которая показывает, что Лекарис и Кассироль находятся в поместье Амании. Они понимают, что преступник кто-то из семьи бывшего герцога. Тем временем главарь наемников врывается в комнату, потому что только что понял, что они схватили Лекарис, а не Петру. Он пытается напасть на нее, но Кассироль использует свою магию, чтобы телепортироваться к ней. Но главарь наемников бьет его кулаком. Второй наемник в замешательстве, но спрашивает главаря, что происходит. Лидер объясняет, что им не заплатят, потому что они схватили не ту девушку, и объявление о помолвке состоится прямо сейчас. Пас понимает, что они задумали, но у него нет времени на раздумья. Бандиты хотят убить их, чтобы не оставлять свидетелей. Лидер банды нападает на Петру, но Пас освобождается и использует один из запасных мечей, чтобы защитить ее. Он сбивает с ног другого бандита и пытается противостоять лидеру, который в полном замешательстве. Лакрица успокаивается, и Пас говорит, что он будет с ней. Пас делает шаг вперед и требует, чтобы главарь бандитов сдался. Но тот отказывается, говоря, что битва только началась. Но Пас заявляет, что это шах и мат. Бандит понимает, что недооценил Паса, потому что тот всего лишь ребенок. Через пару секунд в комнату врывается Кассироль, но Пас просит их сначала позаботиться о Лакрице. Бандит понимает, что совершил ошибку, потому что из комнаты, где они держали пленников, нет выхода. Но он не хочет сдаваться и с помощью магии делает дыру в стене, чтобы сбежать. Кассироль хлопает его по плечу и говорит, что очень волновался. Приходят рыцари из семей герцога и марграфа, обеспокоенные состоянием Лакрицы. Кассироль просит рыцарей отвезти ее к Хьюберту и рассказать о случившемся. Снаружи Пас спрашивает, нашли ли они того, кто устроил этот беспорядок. Топливо отвечает, что это был самопровозглашенный герцог Амиа, который пытался сбежать через черный ход. Рыцари хотели, чтобы Кассироль тоже пришел и доложил обо всем герцогу. Поэтому они отправили топливо, потому что им нужно было преследовать бандита. Они врываются в особняк, чтобы найти улики, указывающие на путь, по которому сбежал бандит. Тем не менее, Пас упоминает, что у бандита, похоже, не осталось сил, чтобы далеко уйти. Они внезапно что-то понимают и возвращаются в комнату. Бандит вылезает из дыры, говоря, что он только притворялся, что убегает, а на самом деле ждал, пока они уйдут. Кассироль готовится схватить бандита, но Пас останавливает его, говоря, что сам с ним разберется. Бандит думает, что ему повезло, ведь ему предстоит сразиться с 9-летним мальчиком. Он решает взять Паса в заложники, чтобы сбежать. Он бросается вперед, чтобы убить Паса, и Кассироль беспокоится за сына. Но меч бандита ломается пополам. Бандит смотрит на свой сломанный меч, не понимая, что произошло, и Пас пользуется этим, чтобы сбить его с ног. Когда бандит падает, Пас говорит ему то же, что всегда говорил его отец – не спускать глаз с врага. Кассироль рад, что его сын в безопасности, но хочет знать, как сломался меч бандита. Пас объясняет, что он скопировал трещины и стены на меч. Кассироль говорит, что сначала волновался, но потом назвал Паса хитрым мальчишкой. Через месяц Пас и Кассироль приходят на официальный банкет по случаю помолвки. Они оба рады, что все закончилось хорошо. К ним подходит лорд Каттлсек. Он спрашивает, как он может отблагодарить их за то, что они разобрались с этим делом. Он лично благодарит Паса, который скромно отвечает, что просто выполнял свою работу рыцаря. Кассироль говорит о Сквале, отмечая, что у него уже есть мужской взгляд на вещи. Но герцог говорит, что Сквол все еще скован и нервничает, потому что влюбился в Петру с первого взгляда. Но Пас высказывает свое мнение, говоря, что Сквол уже становится собранным и надежным парнем.
Котлес упоминает, что надеется, что Сквол станет более надежным парнем после помолвки. Затем лорд говорит, что ему нужно пересмотреть свое мнение о Сквале. Наш мальчик быстро благодарит лорда и говорит герцогу, что хочет кое-что обсудить. Он упоминает, что его беспокоит инцидент, произошедший в прошлом месяце. Ему кажется странным, что у преступника был тщательно продуманный план и хорошо подготовленная база, но они все равно не смогли сделать самое главное – захватить нужную цель. Он говорит, что в их плане что-то пошло не так, потому что у них, вероятно, была искаженная информация о Петре. Он думает, что был какой-то информатор, который мог дать доступ к заброшенным землям. Итак, Пас считает, что кто-то третий влиял на ситуацию в своих интересах. Пас думает, что этот третий слил ложную информацию и не заметил передвижения Амеи в столице. Герцог пытается понять, кто это мог быть, но у него нет ответа. Пас говорит, что это должен быть тот, кто больше всего выиграет от этого. Например, тот, кого ненавидит дом Амеи и кто получил власть после его разрушения. И этот человек устроил весь этот инцидент, чтобы помешать семье Амеи снова обрести власть. Котлес понимает, что Пас намекает на него и спрашивает прямо. Но Пас переводит тему, говоря о детских мечтах о заговорах. Герцог думал, что Пас просто ребенок, но быстро понимает, какой он проницательный и умный. Котлес пытается заставить сына замолчать, и Пас меняет тему. Он упоминает, что на их территории трудно выращивать урожай, и им все еще нужна помощь. Котлес спрашивает, нужны ли им деньги, и Пас отвечает, что было бы большой честью, если бы герцог помог именительным падеже. Кэссерл понимает, что это не просьба, а угроза, особенно когда Пас говорит, что собирался поздороваться с маркграфом, и тот мог случайно рассказать ему ту же теорию. Кэссерл паникует и соглашается помочь. Маркграф присоединяется к разговору и благодарит Паса за то, что тот защитил Лакрицу. Затем он упоминает, что Пас прошел церемонию совершеннолетия. Пас подтверждает это, думая, что маркграф собирается поговорить о его сватовстве. Но маркграф говорит, что уверен, что Пас прославится и будет завален предложениями от всех. Поэтому он просто хочет обезопасить свое положение. Пас прямо отвечает, что да, конечно. Но маркграфы спрашивают его, есть ли у него кто-то на примете. Кэссерл пытается остановить Паса, но тот отвечает, что пока никого не нашел. Хьюберт спрашивает, что Пас думает о его дочери. Пас в замешательстве, потому что Петра только что обручилась, но Хьюберт говорит, что он имеет в виду ту, которую он спас, Лакрицу. Пас в замешательстве, герцог смеется, а Кэссерл закрывает лицо руками. Хьюберт объясняет, что Лакрице нравится эта идея. Пас нервно отвечает, что он польщен, но считает, что Лакрица заслуживает кого-то получше, потому что у него низкий дворянский статус. Но Хьюберт раздражен, потому что Пас отказывается от Лакрицы, когда он сказал, что готов остепениться, если найдет кого-то достаточно хорошего. Он спрашивает, что Паса не устраивает в Лакрице, и тот впадает в панику. Пас пытается прояснить ситуацию, и Хьюберт спрашивает, какое он примет решение. Пас замирает и в итоге отвечает, что Лакрица замечательная женщина. Хьюберт радуется и спрашивает мнение Кэссерла. Кэссерл понимает, что не может отказаться, и одобряет. Паст чувствует себя преданным отцом и собирает всех, чтобы объявить, что Ликарис и Паст с этого момента помолвлены. Паст понимает, что он собирался устроить свадьбу Ликарис, но вместо этого сам оказался помолвленным. Через несколько секунд появляется Ликарис с широкой улыбкой и, наконец, набирается смелости поблагодарить Паста за спасение. Впервые он видит, как она улыбается и краснеет, потому что никогда не замечал, какая она красивая. Граф произносит тост, говоря, что у него теперь есть невеста для обеих дочерей. Сквол пожимает Пасту руку, говоря, что теперь они будут братьями. После вечеринки Паст в замешательстве смотрит на закат. Ликарис подходит к нему и взволнованно спрашивает, достаточно ли она хороша для него. Он улыбается и отвечает утвердительно, говоря, что он счастлив. Она улыбается в ответ, говоря, что тоже счастлива. Внезапно Ликарис говорит Пасту, что приготовила для него кое-что. Она говорит, что испекла печенье. Он восхищается цветом и запахом печенья, думая, что оно должно быть вкусным. Но когда он пробует его, то понимает, что оно соленое, как Тихий океан. Он замечает, что Ликарис ждет его ответа и говорит, что печенье вкусное, заставляя ее улыбнуться. Знаете, это обычный день в жизни женатого мужчины. Но в этот момент Паст решает, что сделает все, чтобы защитить ее улыбку. Когда Паст вернулся домой, он был очень счастлив. Он начал распаковывать деревянные ящики. Марко и Люми подошли посмотреть, что происходит. Паст сказал им, что это помощь от герцога. Люми открыла один ящик и удивилась. Там было дерево. Он сказал, что это особое дерево, называемое саженцем черной акации. Они думали, что пекарь будет использовать их для приготовления пирогов. Но он объяснил, что эти деревья могут расти даже на плохой почве и давать нектар для меда. Они все
обрадовались, что будут есть мед. Но возникла проблема. В их краях было мало дождей, и деревья, которые они посадили, погибали. Тогда пекарь решил сделать большой резервуар для воды, чтобы у них всегда была вода. Тем временем в большом доме кастрюля и топливо составляли отчеты о доходах для деревни. Впервые за 20 лет они заработали деньги. Кастрюля был рад, что они пережили и хорошие, и плохие времена. Он вспомнил, как пекарь помогал им с самого рождения. Кастрюля согласился и назвал пекаря спасителем. Топливо был рад это слышать и перешел к другим отчетам, которые ему нужно было составить. Топливо спросил, хочет ли Кастрюля сначала услышать хорошие новости или плохие. Кастрюля уже чувствовал себя хорошо, поэтому сказал, что сначала хочет услышать хорошие новости. В новой деревне, которую они строили, уже было 40 человек, которые хотели там жить. Большинство из них были беженцами из других деревень, которые пострадали от бандитов. Теперь Кастрюля хотел узнать плохие новости. Топливо услышал о новом плане пекаря и отправился с 2 приятелями на новое место, чтобы его осуществить. Кастрюля знал, что они задумали что-то серьезное, не спросив разрешения. Поэтому он пошел проверить. На месте пекарь увидел каменистую местность и с помощью магии штруделя, которой он тайно научился, начал копать. Но с первой попытки он создал огромную ударную волну, которая отбросила топливо и кастрюлю. Они поднялись и похвалили пекаря за его силу. Пекарь не удержался и озорно рассмеялся. Он был так рад, что заклинание сработало. Он увидел, что может делать с помощью магии, и стал прыгать от счастья. Марко и Луми смотрели на него и думали, что их будущий лидер, похоже, немного сошел с ума. Но Пасти не терял времени даром. Он использовал магию, чтобы вырыть большой резервуар для воды. Они были поражены, что он сделал это сам. Пока они восхищались его работой, Пасти сказал, что они посадят деревья вокруг резервуара, будут собирать воду во время дождя, и деревья тоже станут резервуарами для воды. Это место станет домом для множества разных растений и животных. Он мечтал создать сладкую страну, которая будет привлекать людей. Пасти закрыл глаза, представляя себе это. Марко и Луми сказали ему открыть глаза. Когда он это сделал, то увидел своего отца, который стоял на холме и выглядел очень сердитым. Пасти начал потеть, потому что знал, что у него будут неприятности. Они подумали, что громкие звуки были вызваны обвалами. Кастрюля слегка стукнула всех троих по голове за их глупость. Прошло немного времени, и Пасти сделал еще несколько резервуаров для воды и каналов для деревень и полей. Жители деревни думали, что он молодец, раз сделал все это. Он пошел проверить, все ли работает правильно, когда его сестра Джози принесла ему письмо. Она была с Блокетом и сказала, что это срочно, поэтому он решил взять его сам. Блокет сказал, что хочет принести письмо, но Джози очень хотела сделать это сама. Она подумала, что письмо, возможно, от его невесты, поэтому хотела сама отдать его. Пасти покраснел, когда взял письмо у Джози. Он выглядел обеспокоенным, когда читал его. Марко и Люми подкрались к нему сзади, чтобы узнать, почему он такой грустный. Он сказал, что это письмо от Брион. Она пригласила его на дегустацию чая и хотела, чтобы он поделился своими мыслями о новых сортах. Все были в замешательстве от этого письма. Пастис пытался понять, что задумала графиня. Дело в том, что слухи о помолвке Пастиса уже дошли до Брион, и она об этом узнала. Она не могла поверить, что обычный ночной житель, такой как Пастис, присоединится к важному дворянскому роду. Брион говорила о том, как Пастис сделал землю лучше после своего рождения и как он выиграл переговоры с ней о бандитах. Она была уверена, что Хьюберт разглядел потенциал Пастиса. Она также была расстроена тем, что Кадрасик и Хьюберт сблизились с Пастисом. Поэтому она пригласила его на чайную дегустацию, чтобы расположить его к себе. В деревенском офисе Пастис снова заговорил о том, зачем он пришел. Он спросил, здесь ли его отец. Но Фуэл сказал, что он все еще в столице по работе и его нет рядом. Тогда Пастис рассказал Фуэлу о чае и кусочке пирога от Брион. Фуэл подумал, что это странно, что она пригласила только детей. Пастис сказал им, что у него было предчувствие, что она что-то задумала. Затем Кадрасик вернулся из поездки и уже знал о приглашении из столицы. Пастис волновался, но его отец сказал, что они могут поговорить об этом позже. Но сейчас у него был сюрприз. Лакрица вошла в комнату, и они оба широко улыбнулись, обрадовавшись встрече. Его отец сказал, что она поживет у них какое-то время из-за некоторых обстоятельств. В другом месте один из слуг Хьюберта говорит ему, что беспокоится, отправляя Ликорицу к Марделлу. Хьюберт раздражается и думает, что Бриош что-то замышляет с его будущим зятем. Слуга соглашается, говоря, что Бриош умен и, вероятно, знает о землях Марделла и возможностях кондитерской. Туберг думает, что приглашение на чаепитие было смелым шагом со стороны Бриоша. Поэтому он отправил Ликорицу, чтобы она могла пойти с кондитером. Даже если Бриош что-то задумал, ему будет трудно повлиять на кондитера, когда рядом его невеста. В день чаепития в замке графини полно молодых дворян с юга.
Кондитер или корица приходит, и кондитер замечает портрет графини, который он нарисовал во время своего первого визита. Он знает, что графиня хочет привлечь его внимание. Слуга графини приветствует кондитера и говорит, что ему велели быть вежливым и внимательно следить за ним. Кондитер думает, что они беспокоятся, что он может устроить неприятности. Он видит в этом шанс показать свои навыки. Слуга представляет кондитера или корица, и кондитер производит хорошее впечатление с первых слов. Он раздает всем свои леденцы в качестве подарка. Он говорит, что они отлично подойдут к чаю, и все соглашаются, что они выглядят потрясающе. Люди удивляются, насколько они вкусные. Они никогда не пробовали таких сладостей. Все соглашаются, что с ними чай становится еще вкуснее. Теперь, когда кондитер привлек всеобщее внимание, он говорит, что хотел бы отправлять больше сладостей через торговцев в качестве подарков. Но у него есть просьба – отменить налоги на сахар для торговцев. Он объяснил, что на сладости с сахаром очень высокие налоги, и было бы несправедливо облагать налогом подарки. Дворяне подумали, что облагать налогом подарки было бы странно, и согласились. Тут появилась Бриош и все услышала. Ей понравилась эта идея, и она под предлогом обсуждения деловых вопросов и личных дел забрала у Лакрицы печенье. Она напомнила ему, что такие вещи должны проходить через нее. Бриош попросила Лакрицу подождать, пока они поговорят о делах, касающихся ее и семьи Мордал. Они сели, и она прямо спросила, чего он хочет. Пекарь дал Бриош попробовать несколько своих конфет, и, как и всем остальным, они ей понравились. Он сказал, что делает их из воды, сахара и меда. А потом удивил ее, сказав, что планирует выращивать все эти ингредиенты на своей земле и через 3 года начать массовое производство конфет. Услышав это, Бриош удивилась, потому что их земля не очень подходила для выращивания. Но она знала, что пекарь справится. Пекарь хотел, чтобы она помогла ему, потому что у нее был доступ к порту, и разговор о налогах был способом добиться этой встречи. Бриош начала беспокоиться о том, что задумал пекарь. Она не знала, к чему это приведет, но согласилась помочь с конфетами. Пекарь обрадовался, но хотел, чтобы она приглядывала за его планами. Тем временем на вечеринке все только и говорили о пекаре. Помощница Бриош пыталась расстроить Лакрицу, говоря, что у пекаря, вероятно, появится много новых поклонниц после этой вечеринки. Лакрице не нравилась мысль о том, что пекарь будет уделять внимание другим девушкам, поэтому она ушла. Встреча пекаря и Бриош закончилась. Пекарь был счастлив, потому что у графини были хорошие связи, которые помогут ему производить много леденцов. Бриош пыталась заговорить с Лакрицей о своих чувствах, но, похоже, она хотела спросить о чем-то другом, поэтому Печенька не ответил. Бриош пыталась заставить его заговорить, и тут вошла Лакрица, и ситуация стала очень неловкой. Печенька попытался позвать Лакрицу, но запнулся, потому что Бриош все еще держала его, и она улыбалась, как будто у нее был какой-то план. Наконец, Печенька вырвался из рук Бриоши, когда Лакрица убежала, расстроившись. Графиня наблюдала за ними и думала, что все это очень забавно, когда Печенька побежал за Лакрицей. Он догнал ее. Он удивился, когда она извинилась. Он хотел объяснить, но Лакрица сказала, почему она расстроилась. Она слышала, как все дамы в большом зале говорили о нем, и подумала, что он может бросить ее, если она ему тоже понравится. Печенька сказал ей, чтобы она успокоилась и не думала об этом, потому что он никогда бы так не поступил. Лакрица сказала, что она не такая, как ее сестра Петра, которая легко могла заговорить с кем угодно. Петра была смелой и всем нравилась. Лакрица хотела быть похожей на нее. Печенька сказал, что она просто немного тише, чем Петра, и это нормально. Ему нравилась такая Лакрица. Печенька сказал, что она ему понравится еще больше, когда они будут проводить время вместе. Он просто попросил ее довериться ему и поверить в то, что он говорит. Печенька попросил ее подождать немного и довериться ему несмотря ни на что. Затем он сказал, что ему нужно ненадолго уйти, и использовал магию своего отца, чтобы исчезнуть. Тем временем Бриош была счастлива, потому что поссорила пару. Печенька вернулся и подарил ей карамельное яблоко, сказав, что сделал его специально для нее. Он вырезал на карамели сердечко, а Лакрица взяла его и откусила кусочек. Она была в восторге. Это было так вкусно, что напомнило ей о том, как они вместе делали конфеты. Слезы радости потекли у нее по щекам. Но Пастичка забеспокоился, когда увидел их. Он сказал, что это слезы счастья. Она откусила еще кусочек и не могла поверить, что это так вкусно. Пастичка сказал ей, что это называется яблоко любви. От этих слов она покраснела. Он сказал, что очень любит ее, и вложил это чувство в угощение, которое она ела. Он правда хотел сделать ее счастливой и увидеть ее улыбку. Она широко улыбнулась и поблагодарила его. Пастичка успокоился, что не потерял ее. После чаепития они вернулись в деревню. Пастичка очень устал и просто лежал на столе. Фут налил ему чашку бобового чая, чтобы он почувствовал себя лучше. Когда он сделал глоток, это было именно то, что ему было нужно. Фут заметил на столе какую-то бумагу, и Пастичка сказал, что это оберточная бумага от леденцов. Его мама помогала ему заворачивать их, пока он рассказывал ей эту историю. Но когда Фут присмотрелся, он увидел, что на бумаге была изображена графиня, держащая его. Он не мог поверить, что Пастичка использовал эту фотографию. Но Пастичка подумал, что это была месть за
за то, что графиня разрушила его отношения с Лакрицией. Где-то еще Бриош была очень зла и крушила все вокруг. Она была в ярости, потому что Пастичка отправил конфеты всем дворянам, завернутые в эту бумагу. Теперь ходили слухи, что ей нравятся молодые парни. Тем временем Хьюберт получил отчет о передвижении армии своего соседа и соперника Лотера. Хьюберт думал, что Людерец нападет на них, пока армия Хьюберта не станет сильнее с помощью герцога. По сообщениям, у Людерица было 30 солдат. Хьюберт планировал написать герцогу письмо с просьбой прислать подкрепление. В деревне пекарь подсчитывал выручку от продажи леденцов и свадебных фотографий. У них было больше 300 золотых монет. Пекарь хотел отложить серебряные монеты и 4 золотых в сбережения. Топлив сказал, что для его возраста это большие деньги, но пекарь объяснил, что это честно, учитывая, сколько времени он потратил на изготовление сладостей и фотографий. Топлив согласился и сказал, что пекарь заработал для деревни много денег, так что кастрюля не будет против. Пекарь хотел потратить деньги на покупку животных. Он попросил Топлива поговорить с торговцем и купить 100 коз. Топлив удивился, потому что им нужно было всего 70 или 80. Пекарь сказал, что он предложит высокую цену, а потом пойдет на уступки, чтобы получить лучшую цену. Топлив назвал его подход к делу грязным. Пекарь даже хотел, чтобы торговец добавил 3 ослов, и Топлив предупредил его, чтобы он не был слишком настойчивым, иначе торговец может расстроиться. Пекарь объяснил, что козье молоко и сыр нужны для приготовления сладостей. Топлив сказал пекарю, что они пытались разводить коз в деревне, когда она только появилась. За козами легко ухаживать, потому что они едят почти все, но тогда земля была не очень хорошей, поэтому им пришлось отпустить коз искать другое место. Пекарь заметил, как сильно улучшилась земля, и теперь они могут снова начать разводить животных. Это поможет ему приблизиться к его мечте о стране сладостей. Тем временем он взял банку с сиропом и попросил Топлива попробовать его. Топлива попробовала, но сироп показался ему слишком сладким. Пастис сказал, что это его первая попытка сделать сахар, и что он хочет прославить свою деревню, делая сладости. Если он научится делать сахар, то сможет делать много-много конфет. Позже он попросил Марка и Люми помочь ему с одним из проектов. Пастис удивилась, что они делают, и Пастис сказал ей, что они делают соковыжималку. Они показали, как она работает с помощью рычага. Марко попытался помочь Люми дотянуться до ручки, но у него не хватило сил, и они оба упали, сломав устройство. Пастис подумал, что идея была хорошая, но нужно было сделать более прочную версию из металла. У Пастис появилась идея, и она рассказала им о винодавильне, которой пользовалась одна семья. Для работы с ней нужны были 2 человека, которые поворачивали рычаг и выдавливали виноградный сок. Пастис решил найти такую вместо того, чтобы делать свою собственную. Он поспешил обратно, чтобы поговорить об этом с Топливом, и Пастис обрадовалась, увидев его таким взволнованным. Но когда Пастис пришел в их офис, Топливо и Кастрюля выглядели обеспокоенными. Они сказали ему, что между Хьюбертом и Людером началась война. Пастис очень расстроился, потому что это означало, что все его планы придется отложить. Пастис задумался из-за войны, и Пастис это заметила. Она решила поговорить с ним об этом, чтобы они могли поделиться своими чувствами. Пара подумала, что война — это глупо, ведь люди могли бы делать и наслаждаться вкусными сладостями, которые бы осчастливили весь мир. После того, как они подбодрили друг друга, кондитер вспомнил, что сегодня он должен был получить своих коз. Он сказал, что хочет приготовить чизкейк из козьего молока, насыщенного и вкусного. Лекарис сказала, что хочет попробовать новый десерт, и кондитер посоветовал ей возлагать на него большие надежды. Позже в офисе кондитер был немного раздосадован, когда торговец, который должен был продать ему коз, пришел и сказал, что какой-то дворянин заставил его продать коз кому-то другому. У торговца не было выбора, потому что его жизни угрожала опасность. Он извинился перед кондитером и своим отцом, и запеканка все поняла и даже поблагодарила продавца за то, что он пришел лично все объяснить. Кондитер захотел узнать, кто это сделал, и оказалось, что это барон Лунсбейдж, который был известен тем, что придирался к знатным семьям более низкого ранга. Топливо предложило им использовать свои связи с влиятельной знатной семьей, чтобы помочь. Но запеканка сказала, что их помолвка с домом Хьюберт еще не была официально оформлена, так что, возможно, будет трудно попросить их о помощи. Конфликт в Хьюберте, вероятно, стал причиной этой проблемы, поскольку война может повлиять на продовольственную безопасность. Запеканка не могла поверить, что это уже повлияло на них всего через 3 дня после выхода новостей, предполагая, что это был большой конфликт. Все регионы связаны торговыми узами, так что пострадают все. Кондитер очень волновался, думая о том, чтобы лишить барона Лунда значка за то, что он разрушил его планы и проявил неуважение. Запеканка и Топливо были сбиты с толку его гневом и попытались успокоить его, но кондитер настаивал, что он собирается отправиться к барону и противостоять ему. Затем его отец объяснил, что во время войны все регионы нуждаются в припасах, особенно в еде. Земли Ланда находятся ближе к линии фронта, поэтому неудивительно, что ему срочно нужна еда. Кассероль сказал, что дворянин не крал коз, а заплатил за них справедливую цену. Он сочувствовал своему сыну, но объяснил, что пострадала только выпечка. Фьюэл посоветовал принять реальность такой, какая она есть. Когда конфликт
будет улажен, он сможет договориться о новых поставках коз. Кассероль расстроился из-за того, что не сдержал обещание, данное Лакрише по поводу чизкейка. Фьюэлл заметил это и сказал, что есть способ получить продукты даже во время войны, если вступить в ряды армии. Кассероль быстро понял это. Так они могли бы в первую очередь позаботиться о поставках. Кассероль и Леорис были помолвлены, и это давало им повод встать на сторону Хьюберта. Кассероль пообещал вернуть своих коз. Когда они уходили, Лакриша забеспокоилась, и мать Кассероля повернулась к ней. Кассероль уехал, молча извинившись перед невестой за то, что так внезапно отправился на фронт. Он верил, что делает это ради страны сладостей, о которой всегда мечтал. В поместье Хьюберта вбежал слуга и сообщил, что основные силы Людеру движутся в их сторону, их численность чуть больше 10, как и предсказывал враг. Хьюберт решил, что справится с ними своими силами. Он решил дать Сквейлу первый боевой опыт, отправив его на передовую. Петра испугалась, услышав это, но Сквейл поблагодарил за возможность поучаствовать в своей первой кампании и немедленно отправился в путь. Он заверил жену, что беспокоится ни о чем, и пообещал защищать землю ее отца. В лагере разбойников он получил сообщение, что его передовой отряд прибыл к границе и занял позиции. Один из его генералов выразил опасение, что их силы уже на пределе, в то время как армия Хьюберта постоянно растет, что может стать проблемой. Людерот заверил его, что уже все предусмотрел. Его настоящей целью было посеять раздор между Хьюбертом и герцогом. Он знал, что Хьюберт отправит Скуэйла в его первую кампанию, но не мог рисковать внуком герцога. Поэтому он решил, что Скуэйл будет сражаться на безопасном участке поля боя, где он легко сможет победить. Это вызовет благодарность герцога. Людерот собирался заманить Скуэйла в такое место, где он сможет легко его прикончить, и герцог разозлится, разорвав все связи с Хьюбертом, оставив его в изоляции. Люрут представлял себе, как на лице Хьюберта отразится отчаяние, когда он узнает об этом плане. Тем временем Скуэйл и его отряд заняли свои позиции, и он немного нервничал перед первым боем. Он достал фотографию жены, чтобы помнить, за что сражается, пока они шли вперед. Тем временем люди Людерота ждали подходящего момента, чтобы устроить засаду. Пекарь и Кастрюля наконец добрались до земель Хьюберта, и босс тепло их встретил. Кастрюля сказал, что они пришли предложить помощь, узнав о нападении. Хьюберт был благодарен. Пекарь чуть не проговорился о своих козах, но вовремя вспомнил, что он здесь, чтобы помочь семье своей невесты. Хьюберт отвел их в военный штаб, чтобы посмотреть на поле боя. Хестри заметил, что враг хорошо укрепился, но Кастрюля, осмотрев все поближе, нашел это подозрительным. Что-то было не так, хотя на первый взгляд все выглядело нормально. Хестри увидел, что его отец обладает воинским чутьем, и сказал, что вражеская оборона странная. Они изучили позиции и поняли, что это была засада на отряд в малозначимой части поля боя. Лицо Хьюберта исказилось от ужаса, когда он понял, что это был отряд Сквала. Сквол получил информацию, что враг будет атаковать с северо-востока, поэтому он приготовился встретить их на их текущей позиции. Ему доложили, что враг замечен на расстоянии, их около 20. Молодой лорд собрал своих солдат и двинулся вперед, но они не нашли никаких признаков врага. Затем пришло еще одно сообщение, что они попали в засаду, потому что враг напал сзади, и их было гораздо больше, чем сообщалось. Отряд Сквала запаниковал, и они потеряли несколько солдат. Молодой лорд старался сохранять спокойствие и приказал своим солдатам отступать в лес. К сожалению, в лесу тоже были вражеские войска, и их было в 105 раз больше, чем сообщалось. Лейтенант Сквала ждал приказов. Сквол быстро оказался в окружении, и он стал главной целью, потому что отдавал приказы. Но когда все казалось безнадежным, стрелы Глокадеса начали уничтожать захватчиков. Кассероль тоже пробился через оставшихся врагов. Сквол был поражен, увидев, что они пришли ему на помощь. Он услышал голос Пастлея, и Пастлей был рад видеть его живым. Пастлей сказал Сквалу, что они пришли помочь ему, когда узнали о его первом задании. Слезы облегчения навернулись на глаза Сквала, когда Пастлей протянул ему руку. Кассероль и его отряд быстро расправились с врагом и вернулись вместе со Сквалом во дворец Хьюберта. Хьюберт быстро извинился за то, что поставил его в такое положение, но Сквол был явно потрясен. Кассероль пытался поднять ему настроение, потому что Сквол не сдавался, несмотря на то, что был окружен. Но Сквол знал, что если бы не Пастис и его отец, которые пришли вовремя, у него были бы большие неприятности. Кассероль рассказал, что Лоутер решил отступить, и он собирался отпраздновать это. Но Сквол не мог избавиться от чувства собственной неполноценности. Он был так потрясен, что не хотел проводить время с Петрой, сказав ей, что хочет побыть один. Кассероль и Хьюберт подумали, что это слишком жестоко для его первого сражения, но они решили, что ему нужен этот опыт, ведь он унаследует армию герцога. Петра очень беспокоилась о нем и не знала, чем ему помочь.
Кассироль напомнил Пастису, что он утешал Марка, когда Лоуми был ранен, и попросил Пастиса помочь Сквалу. Пастис сомневался, потому что даже Петра не могла утешить Сквала, но она сказала, что хочет снова увидеть его улыбку. Эти слова напомнили Пастису, что однажды сказал ему Лакрица, что люди улыбаются и радуются, когда едят сладости. Это натолкнуло его на мысль, и он попросил разрешения воспользоваться кухней. На кухне Пастис подумал, что Сквол винит себя в своей неспособности и закрыл свое сердце. Поэтому ему нужно было приготовить что-то особенное для Сквала. Время пролетело незаметно, и начался банкет. Казалось, все винили Сквала в его неспособности, но Кассироль пытался его утешить. Несмотря на свое первое сражение, Сквол чувствовал, что потерпел неудачу. Хьюберт даже присоединился к разговору, упомянув, что он тоже потерпел неудачу в своем первом сражении. Но Сквол не мог избавиться от чувства вины и не мог простить себя за то, что потерял солдат. С3 вдруг вернулся из кухни и поздравил Хьюберта с победой. Затем он подарил ему свой фирменный десерт, чем сразу привлек всеобщее внимание, включая Сквала. Он дал первый кусочек пирога Сквалу, которому было любопытно попробовать. Сквол спросил, как называется десерт, и кондитер ответил, что это тарт Таттен, специально для него приготовленный. Сквол попробовал и нашел его очень вкусным. Он спросил, почему кондитер решил приготовить именно этот десерт. Кондитер рассказал, как появился этот рецепт, придуманный сестрами Таттен. Он сказал, что тарт готовится из теста с фруктами. Но однажды сестры забыли положить тесто на противень и запекли только фрукты. Сестры поняли, что им ничего не остается, кроме как добавить тесто в процессе запекания. Так появился этот рецепт. Затем он объяснил, что этот рецепт появился после неудачи в приготовлении. Слово «неудача» напомнило Сквалу о травмирующих событиях. Но кондитер назвал это чудом. Сквол был озадачен, но кондитер объяснил, что сестры могли просто выбросить фрукты и снова приготовить тарт в правильном порядке. Но этот рецепт никогда бы не появился. Сестры не хотели, чтобы неудача закончилась неудачей. Затем кондитер сказал, что каждый раз, когда у него не получалось приготовить сладости, он вспоминал этот рецепт. Он сказал Сквалу, что даже если у него что-то не получится, он должен смотреть вперед и стараться двигаться дальше. Но Сквол не поверил этим словам, потому что его дед всегда учил его, что неудачи непростительны. Петра сказала ему, что он не проиграл, потому что обещал ей вернуться целым и невредимым. Он возразил ей, сказав, что вернулся только потому, что потерял солдат, которые пожертвовали своими жизнями. Петра сказала, что он должен гордиться, потому что думает о своих погибших товарищах, а не зазнается из-за победы. В конце концов он принял ее слова и с улыбкой поблагодарил за угощение. Он пообещал, что станет сильнее и не позволит этой неудаче пройти даром. Хуберт поблагодарил Петру за помощь и решил наградить его всем, чего тот пожелает. Петра быстро попросил у него бесконечный запас всего, что связано с его сладостями. Вернувшись домой, Петра начал распаковывать подарки Хуберта. Но его отец остался, чтобы договориться и отомстить значку Ланда за то, что тот буквально украл их коз. Кастрюля внезапно вернулся после успешных переговоров и схватил Петру за руку, сказав, что тот ему нужен. Петра был озадачен, но Кастрюля сказал, что его телепортации будет недостаточно. Поэтому Петре нужно было скопировать его магию и телепортировать скот. Они вернулись с сотней коз и 5 лошадьми, которых доставили в поместье барона Ланда, используя ту же стратегию, что и против них. Тем временем Петра получил от Хуберта пресс для вина и решил сразу же его опробовать. Вдруг его позвала мама, и он пошел к ней. Оказалось, что она хочет, чтобы он вместе с Кастрюлей отправился в столицу. Лекарис получила письмо от отца, в котором он просил ее поехать в столицу вместе с сестрой. Но у нее недостаточно одежды, поэтому она хочет, чтобы они поехали в столицу и купили ей новую одежду. Паз быстро соглашается, потому что это просьба его невесты. Но он быстро возвращается домой, чтобы приготовить чизкейк для Ликорик, который она также